Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о подкормке роз в июле месяце для пышного и обильного цветения. Все мои розы в первое цветение цвели очень красиво, огромными пышными соцветиями, яркими цветами. И все потому, что, конечно же, свои розы я подкармливаю каждый месяц. Хотя многие розоводы рекомендуют кормить розы хотя бы 2 раза в месяц. Если в первую подкормку мы с вами добавляем большое количество азота для того, чтобы нарастилась зеленая масса, для того, чтобы было побольше побегов, то в июле месяце азотную подкормку мы даем только тем растениям, и то ее добавляем немного, не в большом количестве, тем растениям, которые мало нарастили зеленую массу. До 20 чисел июля вы можете свои розы подкармливать, впрочем, как и все остальные растения. Далее, если после 20 чисел, если вы будете подкармливать их азотом, просто это будет в ущерб цветению роз. Роза начнет просто-напросто наращивать зеленую массу. Итак, чем же кормить розы в июле? Итак, можно добавить аммиачную селитру, но это для очень таких хиленьких роз, для роз, которые мало нарастили зеленой массы. Также используйте суперфосфат 30 граммов, заранее его настаиваете в горячей воде, процеживаете. Сюда же добавляется 30 граммов сульфата калия и проливаете ваши растения. Очень хорошо работают такие удобрения, как Агрикола, Покон, Гера, Кимера универсальная. Очень мне нравится удобрение гумат натрия, он содержится в гере. Его необходимо рассыпать вокруг растения, заделать в почву и хорошо пролить вокруг роз. Также не забываем о подкормках по листу, то есть некорневые подкормки. Для этого я использую бутон. Он продается в небольших упаковках. Разводите по инструкции и опрыскиваете ваши растения. Можно даже 2 раза в месяц произвести такое опрыскивание. Кроме того, вы должны знать, что розы подкармливать вы должны не в жаркую погоду. Роза должна чувствовать себя комфортно. И, конечно же, не забываем о том, что необходимо бороться с вредителями, с заболеваниями на розах. От этого тоже зависит во многом цветение. И также пропалываем ваши розочки, заботимся о них и, конечно же, проявляем к ним любовь. Вот такие подкормки, самые элементарные, самые простые и доступные, я вам могу посоветовать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.